Приветствую вас на канале GT Traders. Сегодня я вам расскажу про нового робота GT Traders Magnet. Мы ознакомимся с интерфейсом, а также разберем, какие данные предоставляет робот. Научимся быстро искать активы, интересующие нас для торговли. И по пути буду рассказывать, как можно использовать предоставляемые данные. Перейдем на сайт. Сейчас мы находимся на главной странице. Здесь находится информационная часть, такая как о продукте, краткое описание и так далее. Страница будет дополняться, изменяться, так что следите за обновлениями. Ознакомиться и почитать вы сможете все сами. Давайте лучше перейдем к основной части. После покупки подписки мы вводим ключ, который нам выдает бот в Телеграме, и авторизовываемся. Переходим во вкладку Open Data. Можем поменять светлую тему на темную. Мне более удобнее работать с темной. Перед вами таблица с данными робота GT Traders Magnet. Давайте сначала разберемся с интерфейсом. Сверху у нас есть поиск по тикету. Вводим интересующий нас актив для быстрого поиска. Здесь все просто и интуитивно понятно. Далее у нас есть три флажка, работают по принципу избранные. Вы можете отобрать интересующие вас активы в соответствии с цветом, и они распределятся. Лично я использую для отбора активов по определенным стратегиям. Для примера. Зеленые активы для торговли в лонг, красные в шорт, а желтые отбираю под стратегию, которую буду применять для торговли. Предположим, боковик. И соответственно ставлю желтый. И готово. Вот отобраны инструменты на отсмотр для последующей торговли. Кнопкой Show All мы включаем все активы. И Reset. Удаляем все из избранного. Все элементарно и просто. После идет светлая и темная тема, выход и обратная связь. Теперь непосредственно переходим к таблице. Все активы имеют гиперссылку. При нажатии нас перекидывает на страницу TradingView с графиком фьючерса Binance. Если хотите открыть сразу несколько графиков, нажимайте на колесико мыши, и у нас открывается несколько графиков без перехода на них. Удобно. Перечеркнутый глазик убирает ненужные нам колонки. Чтобы ее вернуть, просто нажимайте на появившиеся вкладки. Все колонки имеют функцию фильтрации от большего значения к меньшему. И наоборот. Очень полезно для быстрого поиска наиболее интересующих вас данных. Чтобы не сбиться со строчки, которую вы отслеживаете, можете нажать на нее, и она подсветится. Убрать можно еще одним нажатием на нее. Все, с первым классом мы закончили. Теперь переходим к вышке. Пройдемся по данным. С первой колонкой мы уже знакомы. Следующие отмеченные две колонки отвечают за даты, по которым были открыты гэпы по индикатору GT Traders Magnet. В соответствии с буквой L отвечает за гэп в лонг, S за шорт. Кратко поясню, L и S открываются по направлению. Небольшой пример для ясности. Соседние колонки отвечают за диапазон открытого гэпа от точки открытия до точки закрытия и сразу конвертация в процент для быстрого и удобного использования. Очень помогает находить большие гэпы. При использовании опыта в торговле можно пробовать их закрывать, а также, опираясь на статистику в последующих колонках, только увеличить процент успешных сделок. Итог мы получаем идеи на каждый день, вне зависимости от рынка. Эта группа отвечает за среднее время в минутах закрытия гэпов по активу. В лонг, шорт и общий за 30 дней. Дает быстрое ориентирование и прогнозирование временных отрезков по закрытию гэпов. Немножко перескочим. Колонка информация по закрытым гэпам в течение первых 3 часов. Она считается в процентах от закрытия гэпов за 30 дней. Полезна для многих быстрых стратегий, к примеру, отработка фандинга, торговля волатильности и так далее. Больше подходит для опытных трейдеров. Теперь переходим к очень важным колонкам. Первое. Она нам говорит о количестве закрытых гэпов за 30 дней. По ней мы фильтруем те активы, которые находятся в боковике, то есть закрывают все гэпы. Опираясь на всю статистику данных по роботу, мы можем с большей вероятностью брать эти сделки на закрытие гэпов, применяя свои методы в торговле. Далее не менее важные колонки. Их 4. Они нам показывают, в какую сторону открыты гэпы и их количество за последние 30 дней в лонг или в шорт. Также показывают последовательное открытие незакрытых гэпов. Как это можно использовать? Из простого. По ним можно быстро сориентироваться на начале тренда на активе. При большом количестве открытых гэпов в одном направлении мы можем ожидать коррекционного движения на закрытие этих гэпов. И если открываются гэпы против всего рынка, мы первые узнаем об участнике и скором контртрендовом движении и возможном пампе или дампе.
Очень информативная колонка для скальперов и не только. Говорит о среднем проценте открытых гэпов на активе. По ней очень легко ориентироваться. Она дает нам информацию о волатильности, вызывает интерес к активу для последующих отработок по закрытию гэпов и так далее. Переходим к следующим колонкам. Уникальные данные, которые собирает робот GT Traders Magnet. В них бесполезен механизм фильтрации от большего к меньшему и наоборот. Данные предоставляются в барах. Если вы нашли актив, интересующий вас на закрытии гэпа, одна из точек входа может быть по данным из этих колонок. Приведу пример. Удаление от гэпа мы считаем от точки открытия, не закрытия. Отмеряем соответствующее количество баров и пробуем взять сделку. Данная колонка увеличит ваш процент от полученной сделки, но полностью полагаться только на эти данные не стоит. Без идеи они могут вам навредить, а с пониманием дела увеличивают вашу итоговую прибыль. Ну и последнее. Ретесты. Очень полезная колонка для быстрой торговли внутри дня. Колонка говорит нам о возврате к точке открытия в течение дня, исходя из закрытых гэпов за 30 дней. Пример. После закрытия гэпа есть шанс возврата цены на ретест в тот же день. Колонка дает нам данные в процентах его шанс. Применяем также по своей стратегии. Остановка, плотность, слабость монеты, паттерн, боковик и так далее, что дает нам доп. Основания на возврат. Соответственно, опираясь на данные из таблицы, шанс успешной сделки возрастает. А главное, вы быстро находите актив, интересующий вас для торговли. С главными вещами мы разобрались. Переходим во вкладку Close Data. Сюда помещаются все последние закрытые гэпы на активах. Вы также можете их фильтровать по колонкам. Главная идея – это быстрый поиск закрытых гэпов, переход на график для просмотра, как они закрывались. Это поможет быстро собрать статистику по отработкам на разных монетах. Даже, возможно, вы найдете некоторые закономерности в их закрытии. Ну и в последней вкладке все наши ресурсы GT Traders, а также контакты для связи. Подведем итог. Данный робот стал для нас неотъемлемой частью торговли, как просмотр графиков или терминал для торговли. Мы проводили тестирование. Я сам лично торговал по нему и выкладывал свои сделки в Telegram в реальном времени. Уже больше 70% монет я отбираю благодаря роботу для торговли внутри дня. В свою очередь, робот упрощает поиск, быстроту нахождения ситуации, поднимает общую эффективность, а также не позволяет становиться контрпродуктивным в течение дня. Полученные данные подойдут многим трейдерам, от начинающих до опытных. Миксование данных с вашей стратегией только улучшит качество и прибыльность ваших сделок. На основе робота GT Traders Magnet я пишу дополнение книги «Грань баланса» версии 2.0. В книгу войдут мои заметки и в особенности дополнение стратегии по работе с роботом. В ближайшее время появится чат для трейдеров, кто торгует по роботу. Там вы сможете делиться идеями, обсуждать данные, полученные по роботу, показывать свои сделки и результаты. Все полезные ссылки я буду прикреплять под видео в описании. Также они будут дублироваться во все ресурсы GT Traders. Напоследок скажу, мы верим в анализ, а не в предсказания. С вами был Гарик, удачи и профита!